Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, которая построена на позициях позитивной психологии. В целом, будем добрее к самому себе и милосерднее к собственной душе. Планетарно этот период недели, он прекрасен. С одной стороны, конечно, есть две серьезные планеты, как Юпитер и Уран в знаке зодиака Телец в ретро-движении. И, они уже там давно, это уже не новости нас, поэтому ситуация как будто возвращает к прошлому. Есть такой момент. И 13-го у нас вот эта ретроградность большая добавится еще и Меркурием. Он тоже будет в ретро-движении до 2 января. И это тот период, когда могут быть как разрозненная информация, какая-то неточная, могут быть задержки, могут быть сбои, как и в информационных системах, так и в системах электронного расчета, такое тоже. Поэтому будем внимательны к финансам. Или планы могут меняться за счет того, что происходят какие-то события извне, которые мы не можем отменить. Это где-то сильнее нас. Но позитивный момент 12 декабря как раз на этой неделе. Вот что бы ни происходило, все-таки больше добра, больше радости в жизни. Нас как будто пространство учит видеть не только какие-то минусы, но еще и позитивный момент. Так вот, новолуние 12 числа в Стрельце как раз нам дарит возможность избавиться как от ментального мусора, так и вымести из своей жизни пессимизм, быть большим оптимистом, что бы ни происходило. Давайте узнаем, что же на неделю подскажут нам эти карты. Мне они очень нравятся, замечательная колода. И первая карта, что важно знать. Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать. А что же будет тогда помогать? Что будет радовать? Давайте такую карту достанем. Что скрыто? Узнаем. И по основным сферам жизни посмотрим энергетику на неделю с 11 по 17 декабря для представителей знака зодиака Рак. Итак, дела, работа, бизнес. Энергия денег. И что в личной жизни? Давайте узнаем. Что важно знать? Первая карта. Или что, чему будет отдан приоритет на этой неделе или в целом настроение? Королева огня. Вообще, карта персональная, могут пройти и конкретные люди, которые важны для вас, в вашей жизни. Это представители знака зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или, может быть, человек имеет там асцендент. Есть какой-то человек очень значимый, важный в вашей жизни. И, может быть, какие-то взаимодействия или построение дальнейших планов. Но по этой карте есть такой момент, что мы пока еще определяемся словно. Мы пока еще не заявляем о своем решении. Но по этой карте, именно в этой колоде, дружба, сотрудничество и любовь идет. Поэтому взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоподдержка. И, видимо, действительно есть человек значимый. Может быть, не обязательно в этом знаке зодиака. Иногда у нас проигрывается даже значение по Луне, и человек может не знать, и вы можете не знать. Но где-то человек находится в таких энергиях, которые больше позитивные. Безусловно, королева огня, она, наверное, как тот стрелец позитивный с новолунием 12 числа. Это сама по себе открытая энергия, которая желает нам добра. Давайте посмотрим, каковы неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Вообще девятка воды, что бы ни происходило, это карта праздника, это карта приятных эмоций, когда мы словно нашли сокровище. У кого-то, может быть, проиграется именно через личную жизнь, когда вокруг все турбулентно, непонятно, а вот моя типа гавань какая-то надежная, да, пристанище, цитадель, крепость, может быть, мой дом, моя крепость, это ваш партнер, и полное взаимопонимание будет царить на этой неделе. Это, знаете, когда мы понимаем друг друга без слов, если мы учитываем карту королева огня. Вообще, по неожиданностям,
Ну, я больше эту позицию рассматривала бы как с какими-то неожиданностями знаком минус. Но у вас даже в этих неожиданностях выпадает как раз плюс, мои дорогие. Поэтому что-то доброе, хорошее входит в вашу жизнь, на порог вашего дома. Эта карта в этой колоде исполнение желаний. У вас исполнение желаний на неделе. И даже если какая-то есть турбулентность, я понимаю, не бывает у всех все гладко, ну, как минимум ложка дегтя или какие-то обстоятельства непреодолимой силы, ну, на которые мы точно как и не повлияем, так и не просчитаем, но видеть позитивный момент этой недели нас приглашают карты. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время. Отдаляться от чего-то, или, знаете, поставить что-либо на паузу, или самому себе сказать: нет, я вижу как-то под другим углом, или нет, я еще не решил, не решила, я бы еще понаблюдал или понаблюдала, не могу с чем-то, ну, типа, определиться. Знаете, тут это может такое быть, хотя по этой карте чему сейчас не время, если мы говорим. Здесь у нас идут амбиции, творческие амбиции. Ну, жираф показан, да? Вот как будто амбиций может быть много, но чему сейчас не время? Нам это где-то может помешать, потому что мы можем себе, предположим, сказать: сначала я сделаю дела, а потом я буду думать вот тут о личной жизни, исполнении желаний. Вы словно сами можете что-то поставить, но если не на паузу, то ввести какое-либо дело или отношение в состояние двойственности. И этому сейчас не время. Тут на кону что-то для вас доброе, хорошее стоит. Поэтому, ну, одновременно, как будто и вашим, и нашим, или отдать предпочтение своим желаниям, например, да, хотя это вам не очень свойственно, но все-таки по огню здесь именно идет двойки огня. Это ведь своего рода импульс, значит, будет какой-то посыл, что я хочу поступить именно так, как я хочу. Или, может быть, поставить на первое место какой-то свой план, дела, работа, бизнес или что-то вот такое. А праздник я этот исключу. Я сначала что-то доделаю, а потом я буду думать. А тут как будто нет. Учись совмещать, может быть. Здесь больше, ну, нам дипломатия какая-то будет помогать. И, знаете, если мы говорим про амбиции, ведь прекрасная карта, но в позиции чему сейчас не время. Может быть, нам говорят: не забегай очень далеко вперед. Возможно, на этой неделе не получится что-то согласовать. Мы сейчас откроем карты. Или решить какие-то вопросы. Поэтому, в принципе, карта нас, девятка воды, приглашает отдохнуть, порадоваться моментом. Или привести мысли в порядок, расслабиться где-то, дать себе покой. И исполняются желания, значит, что-то хорошее будет. А что же помогает? Паш воды. Любопытство помогает. Новое вдохновение помогает. Легкость на подъем помогает. Помогает, когда грандиозных планов, вот, кстати, мы не строим на этой неделе, а просто, ну, наверное, плывем по волнам развития событий этой недели. Ну, наверное, вам такой отдых. Посмотрите, здесь девятка воды, здесь паш воды. Вообще, эта карта еще и вдохновение, когда нас приглашают чем-то вдохновиться. И правда, дать себе отдых и расслабиться. Может быть, это совсем не, совершенно необходимо для вашей души, мои дорогие. Не будьте где-то жесткими, хотя на вас это не очень походит, но мало ли как сложились определенные обстоятельства, когда вас, может быть, судьба поставила жизнь в какие-то рамки, и приходилось себя брать в руки. А вот теперь наоборот говорят: вот словно выдохни. Умей расслабляться, умей отдыхать, умей переключаться с каких-то вопросов или амбиций, или каких-то задач. Вот задачи будут потом. Рост какой-то профессиональный, он никуда не уходит. Жираф, опять же, все это к вам придет. Но, видимо, на этой неделе любовь, дружба, взаимопомощь, взаимопонимание и какие-то точно приятные эмоции и новости, мои дорогие. Что скрыто,
четверка Земли, у вас стабильный период, поэтому переживать не за что. По четверке Земли это как якорь у вас, поэтому вы можете, допустим, поставить перед собой планы, и есть обстоятельства жизни, которые либо что-то становится на паузу, либо вы действительно не можете оформить какой-то документ, или вы раньше предполагали куда-то отправиться, или совершить те или иные действия, но вам пришлось эти самые планы подкорректировать. И вы можете думать, ну надо же, вот меня выбивает из колеи то, что идет как раз не по моему сценарию. А карта нам говорит, да у тебя сейчас все под контролем. У тебя карта якоря. И ты можешь, это вы сами можете не видеть. Тут никто от вас ничего не скрывает. А вы словно, знаете, в каком-то ритме уже впряглись, мои дорогие. И вот так полный вперед. А нам говорят, остановись, расслабься, вдохновись чем-то и отдохни. Может быть, удели внимание любви или своим близким людям, тем людям, которые вам откликаются добротою и искренностью, благородством, порядочностью. Тут у кого-то отношения в паре, у кого-то это просто знакомые, может быть, тоже. Но вот как будто личная жизнь, я бы сказала, и отдых. У вас задача номер один на этой неделе. Дела, работа, бизнес. Правда, тут ваше от вас никуда не уйдет. У вас карта мага. Маг, безусловно, это холодная карта. Почему? Потому что это великий манипулятор в любой колоде. И как ты ни крути, с одной стороны, она дает неуязвимую позицию и умение находиться вот в таких холодных рациональных энергиях, но она не дает душевного тепла. Помогу, этого не будет. Вот в этой карте это алхимия силы духа и мастерства. Вот такая очень сильно значимая позиция, которая обещает прогресс в делах, изобилие, процветание. Это старший аркан, мои дорогие. Действие этой карты или ваша энергетика, мы ведь энергии смотрим, будет продолжаться не только на этой конкретной неделе. Это будет до конца года и вообще планетарно для вас 2024 год. Это успешный год. Поэтому не бойтесь что-то упустить. Не бойтесь, если вы чего-то не выполнили на этой неделю или переключились на какие-то другие дела, или позволили себе радостные эмоции. Это хорошо, это как раз вам необходимо, потому что словно через вот такие ощущения, может быть, чувства, вы будете выстраивать дважды какую-то собственную надежность, стабильность и уверенность в будущем. Давайте посмотрим. Деньги как будто есть. Карта Луна. Сама по себе, конечно, хоть и на денежную энергию выпадает карта, она не предусматривает, что мы делаем крупные траты. И тут, правда, тут даже по ретро-меркурию нам не советуют. Какие-то небольшие покупки, приятные подарки, да, это возможно, но что-либо не глобально. По Луне все же нужно быть аккуратными, хотя нам сказали, что деньги есть и деньги будут, но, видимо, на этой неделе, если мы говорим, как вообще, что у нас будет с финансами, эта карта все же подразумевает какие-то, знаете, с одной стороны, нам кажется, что, может быть, нам сказали уже, деньги есть, да? И вот эта уверенность, что у меня действительно сейчас успешный период в плане материального какого-то благополучия, создает иллюзию больших возможностей. Нам говорят, что большие возможности, они у вас есть. Но на этой неделе они как будто скрываются в тени. Поэтому не время трат. Что-то из тени выйдет. И всегда по карте Луна нам говорят, подожди, выглянет солнце и все встанет на свои места. Или у тебя, может быть, добавятся у вас, мои дорогие, добавятся какие-то события, известия, новости, что-то будет на злобу дня. Вот сейчас ситуация недостаточно правдива, одним словом. Поэтому все то, что как и по ретро-меркурию, так и то, что я сказала, не самые глобальные траты на этой неделе. Хотя может как раз захотеться, так и шикануть даже по карте Луна, да. Ведь тут эмоции, хотя это ваша карта, по сути. И вы как раз с Луной умеете управляться. Слушайте свою интуицию. Она вам подскажет наверняка. Личная жизнь.
Вот такой у нас прекрасный олень с пентаклями на рогах, шестерка земли, карта успеха, карта материального благополучия. Вот как раз все то, что мы сейчас с вами говорили про Луну. Но у нас предыдущие карты как бы сказали и про праздник, и про вдохновение, и про вашу сильную позицию в материальном плане, когда можно не беспокоиться. Но шестерка земли, если мы говорим, это может быть, если про личную жизнь, какая-то история либо ваших уже отношений, в вашей паре. Тут может прийти какая-то его величество случай или не случайная случайность, которая откроет какие-то новые приятные моменты для продолжения того или иного дела или продолжения ваших отношений. Иногда по шестерке земли идет словно поддержка свыше, когда я хочу что-то осуществить, и я точно знаю, у меня получится. И правда, силы небесные словно вам помогают. Дважды помогают, потому что это карта все же материализма. Но вот это тот материализм, который у нас получается из наших целей, намерений, из наших желаний, когда мы это воплощаем уже в реальной жизни. Но удерживать свои позиции эта карта все же тоже предполагает. Нам придется, наверное, знаете, как с одной стороны идет по этой карте щедрость. Это могут быть вам подарки какие-то. Но и вам-то тоже захочется сделать подарки, да? А нам говорят, ну, так вот придется считать деньги, потому что с одной стороны по этой карте могут проходить неожиданные ресурсы и получение денег. Может быть, это деньги вашего партнера, которые приходят. И в целом фон материальный будет в вашей семье или в паре еще лучше. Для кого-то, кто один или одна, окончательное решение, может быть, по поводу, например, если у вас есть какие-то отношения, но еще вы не принимали решение, насколько это продолжительный будут этот союз или вообще стоит ли мне какие-то планы на будущее строить. Вот здесь вы можете менять свое мнение, потому что неожиданные ресурсы могут проиграться совершенно по-разному. Я сказала, что условно высшие силы вас поддерживают. Без сомнения, сильная позиция, но которую придется удерживать, где-то слушать интуицию, просчитывать и все же уделить внимание как будто празднику. Уже на этой неделе вас приглашают карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.